I thought of 3 more real examples to add to our thoughts on the subject, and then we'll move on. Я подумала о 3 тоже реальных примерах по той теме, которую мы обсуждали, а после этого мы потом пойдем дальше. Just to illustrate and maybe help guide you along the lines that I'm already thinking, but maybe didn't express well. Вот для того, чтобы вам помочь лучше понять, я вот тоже подумала, может быть, я не совсем смог ясно выразиться. Who knows who Beyonce is? Beyonce, singer Beyonce. Кто знает Бейонсе, певицу? Most everyone knows. Ну, большинство She is знают worldwide famous. певицу Бейонсе, она известна по всему миру. She also is the wife of a world famous rapper, so they have extra fame. Также она замужем за одним тоже всемирно известным рэпером, так что у них двойная слава. She is like many singers. She publicly proclaims she's a Christian. И она, так же как и многие другие певцы, публично говорит о том, что она христианка. And also, I would assume, I'm going to judge her for a second, forgive me. И я так думаю, что мне придется какой-то сейчас, можно сказать, как бы судить ее, простите меня за это. For the sake of the illustration. Но это такое, я это буду делать ради примера. But I assume that she is also a good American. Но я так предположу, что она также хорошая американка. And what I mean by that is, she believes that she should follow her dreams. То есть, что я подразумеваю под хорошей американкой? Как любая нормальная американка, она считает, что это нормально следовать за своей мечтой. И что, в общем-то, Бог хочет, чтобы я была счастливой. Okay, so several years ago, when her fame was starting to get much bigger. И вот несколько лет назад, когда ее слава начала постепенно так вот становиться более всемирной, There was a story in the news. в новостях вот была такая история. Beyonce is no longer going to attend church. История, заглавие было такое, что Бейонсе больше не будет посещать церковь. Because she's too famous. Она слишком знаменита. And her presence at church was a distraction to the church. И ее присутствие в церкви очень отвлекало церковь. People came just to take pictures of her. Люди приходили в церковь просто, чтобы ее сфотографировать. And obviously that would be a distraction to everything else happening. И это отвлекало их от всего происходящего. So her solution was, Она решила проблему так. me and God are going to do this alone. Мы с Богом будем сами по себе. It's a very individualistic way of looking at that. Это очень индивидуалистский подход. What are some collectivistic ways that problem could have been solved? Какими коллективными методами можно было решить эту проблему? Would it have been better for her relationship with the church to forsake her career? А может быть, для ее отношений с церковью было бы лучше отказаться от карьеры? Maybe. Just Просто это такие мысли, да, для примера. Another example. Еще один пример. I heard about a Christian singer. Я слышал о христианском Singer. певце. He is not a super famous singer. Он не какой-то сверхизвестный певец. But I heard that whenever he would write a song, Но я слышал, что всякий раз, когда он писал какую-то песню, he would have his elders approve it. Он перед тем, как начать ее, перед тем, как петь ее, носил к старейшинам, чтобы они одобрили слова. Because he didn't want to unintentionally teach something false. Потому что он не хотел как-то непреднамеренно доносить что-то неправильное через свои песни. And I don't know if you've noticed, but many songs we sing, the theology is not quite right. Songs that we sing in the church. И если вы заметили, вот многие христианские гимны, которые мы с вами поем в церкви, если задуматься над словами, не все они теологически обоснованы, правильные. So that is a very collectivistic approach to his individual career as a singer. В его случае он использовал очень коллективистский такой подход для своей индивидуальной карьеры. And to have the elders in his home church say, we are not comfortable with the song,
and he says, okay, that is a very mature thing to И do. если старейшины говорили, что вот мы считаем, что это не совсем правильно, он соглашался с этим. Это очень как бы такой вот зрелый подход It's христианства. an interesting way to mix the two. То есть это вот интересный метод, когда индивидуализм смешивался с коллективизмом. Last example, И последний пример. Facebook moms. Moms on Facebook. Мамы на Фейсбуке. And I'll just speak of America right now. Я сейчас буду говорить только об Америке. This is what I know. Это то, что я знаю. A mother's job used to be for the sake of her family. It's my existence is to help you grow, take care of you. А вот задача матери всегда раньше была это делать все ради своей семьи. Probably too much to a certain extent. That to my own destruction, to my own И health. иногда это даже доходило до крайностей, то есть мать, да, в ущерб себе многое делала для своей семьи. But that was a very collectivistic approach to family. Но это была коллективистская модель семьи. I am here for you. То есть, когда мать, вот у нее был такой подход: я здесь для того, чтобы помочь тебе. But on Facebook today, I see so many new moms. Но сегодня в Фейсбуке я вижу многих новых мам. And there's this whole thing that has come from feminism and more women in the workplace. Это то, что происходит в результате феминизма, в результате того, что больше женщин сейчас работают. I'm not saying either of those things are 100% bad. Я не говорю, что то или другое это стопроцентное зло. But it's taken this thing that I deserve to be happy. Но все исходит из положения того, что я заслуживаю счастья. I deserve time off. I deserve a break. Я заслуживаю свободного времени, я заслуживаю перерыва. These children are driving me crazy. Дети сводят меня с ума, And it's all about me. потому что все должно вертеться вокруг меня. It's no longer about we as a family. It's about me as a Все уже mom. вертится не вокруг нашей семьи, а вокруг меня, как мамы. Do you understand that difference I'm Вы видите trying to разницу, tell you about? которую я пытаюсь вам объяснить? And that personality is more and more characteristic of younger women. И вы знаете, что сегодня это становится все более характерно для молодых женщин. I want this. Я I want a этого child, хочу. and I want a career. Я хочу, чтобы у меня и ребенок был, я хочу, чтобы у меня и карьера была. And I'm not saying careers are bad. И я опять-таки не говорю, что карьера это I'm плохо. saying the starting point is no longer we, Но я хочу it's me. сказать, что исходный пункт уже здесь не то, что нам лучше, а то, что мне хочется. So there's just a few more examples to think about being a team versus being an individual. Итак, это еще просто несколько примеров разницы между тем, что такое быть одной командой, и тем, чтобы быть индивидуумом. Think about those things, Поразмышляйте над but этим. not right now. Но не сейчас. Right now we're going to talk about translations in the Сейчас мы Bible. поговорим на тему перевода Библии. Вот если незнакомец или в пятницу нас будет спрашивать, у нас есть какое-то определение разницы, чтобы можно было сформулировать, допустим, в одном-двух предложениях? Или это нужно будет своими словами знакомцу объяснять? Just if I know the stranger as well as I think I do, Но если я действительно знаю этого незнакомца настолько, насколько мне кажется, я его знаю, it's just going to be important that we understand the difference between these words, the важно concepts. увидеть, что вы понимаете разницу между двумя этими словами и этими концепциями. That's it. Все. Should we use different Bible translations? Нам нужно использовать разные библейские переводы. Да. Why? Почему? По одному можете говорить. Okay, deeper. Истину, что это все доказать, можно сказать, что это правильно, нужно несколько переводов сравнить, и тогда только... Comparisons are good. Увидеть разницу и найти как бы золотую середину. По идее, получится. Are there reasons why? Еще есть причины, может, какие-то нет? Ну, мы используем всегда данные. There's one reason for that. И для этого есть причина. That's the translation God wants you to use. Потому что Бог хочет, чтобы вы этот перевод использовали. Yeah. Потому что люди будут спрашивать,
каким переводом ты пользуешься. Right, yeah. Чтобы им помочь, потому что I've heard several times Sasha Nikolaenko, some of you know him, he works with us. Я слышала несколько раз Сашу Николаенко, которого некоторые из вас знают, который с нами работает. And I'm with him when he's meeting people. И я вместе с ним, когда он знакомится, встречается с людьми. And they have lots of questions about who we are as a group. И у них возникает много вопросов, кто мы такие, что мы за группа людей. And one of the things he says to calm them down is that we use the Orthodox Bible. И одна из вещей, которую он говорит, для того, чтобы их немножечко успокоить, это то, что мы используем православную Библию. Yeah, that's a help in that Это situation. помогает в подобной ситуации. Because some people don't, I would say many people don't understand the concept of another translation. Потому что многие люди не понимают самой концепции того, что может быть другой перевод. And so saying a different translation means to somebody a different Bible. Поэтому для них некоторых другой перевод означает вообще другую Библию. But as we said on the first day, Но как мы сказали в первый день if занятия, you're only using one Bible, you are only using one translator's opinion. если вы используете только одну Библию, вы используете мнение только одного переводчика. You are giving the power of interpretation, a big part of it, away to someone else. Вы отдаете, можно сказать, часть толкования Библии в чужие руки. For Bible reading, I think it's beneficial to use one translation. Для чтения Библии, я думаю, полезно использовать один перевод. I think it's good for memorizing. Для заучивания на запоминание полезно использовать один перевод. It's good for a group situation. Everybody's using the same translation. Хорошо, когда в группе изучаешь Писание, всем использовать один перевод. But for Bible study, Но для изучения we Библии should always be looking at other translations. мы всегда должны смотреть и другие переводы. There are three kinds of translation styles. Есть три стиля перевода. The first, it's not that. There we go. The first one is a formal equivalence. Первое называется формальная эквивалентность. That's word for word translation. Это дословный перевод. That is, as much as possible, we have not changed from going from Greek or Hebrew. Когда человек старается настолько, насколько возможно, ничего не менять в переводе либо с еврейского, либо с греческого языка. The only changes they try to have are just so that structurally the sentence make more sense. Единственное, какие допускаются изменения, это которые абсолютно необходимы для того, чтобы в другом языке это звучало понятно. This is the Russian synodal version. Это русский синодальный перевод. It often, however, leads to awkward sentences. Но иногда это приводит к тому, что предложения звучат странно. And as most of you probably know, there was no punctuation, no capitalization in ancient Greek. И как многие из вас, наверное, уже знают, в древнегреческом не было ни знаков препинания там в тексте, ни чего-то написанного с большой буквы. And I use a Bible that's more word-for-word translation. Я тоже использую Библию, которая более имеет дословный перевод. And that means that sometimes I have really long sentences. Это означает, что порой предложения здесь очень длинные. Because they weren't sure, should a comma go here? Should we separate the thought with a period? Потому что переводчики не были уверены, нужно ли где-то ставить точку или нужно просто отделить фразы какие-то запятой. So it often takes a lot more thought to be able to just read through a translation. Поэтому очень часто подобный перевод, для того, чтобы читать, нужно много замысливаться, думать над прочитанным. The second one is a functional equivalence, Второе, разновидность, это функциональная эквивалентность. which is thought for thought. Это перевод мысли или смысловой перевод. It tries to be word for word, При этом переводчик старается переводить дословно, but if the translators feel this word is too old or out of use, но если переводчик считает, что некое слово устарело или уже не используется, or if this word just doesn't communicate this way anymore, we're going to change it. или это слово уже не доносит тот смысл, который изначально доносило, он его меняет.
Generally, it tries to respect the historical qualities of the first translation. Как правило, в этом переводе как бы переводчики стараются уважительно относиться к культурным особенностям, к историческим как бы особенностям перевода. But they use our language to talk about. Но тем не менее, они все-таки больше стараются современным языком пользоваться. For example, Matthew 5:15, just a real quick example. Например, вот очень быстрый такой пример, Матфея 5:15. Jesus said, "Nor do people light a lamp and put it under a basket," or whatever. Verse 15. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом. Okay, there. So, wait, let's read it again in Russian. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом. Okay, yeah. So we use the word, it's more like candle, right? In the Russian. Yes. In the synodal version, it's like a candle, fire, an actual flame. В синодальном варианте это свеча. But a word-for-word translation might say a general word like lamp. Но как бы в дословном переводе там на самом деле нужно использовать слово светильник. No, Там in the functional. функционально. А дословный свеча. Yeah. Дословный перевод свеча, а вот, допустим, в функциональном смысловом переводе люди могут просто использовать слово светильник, а не So свеча. it's still respecting that historical quality of the word, but it's changing it to be a word we're more maybe familiar with. То есть люди как бы стараются как бы уважительно все-таки отнестись к историческому значению слова, но превращают его в нечто более в обиходе сегодня. Ну понятно. But they didn't change it to say flashlight. Но они же не пишут фонарик, например. Still trying to respect То it. есть стараются не слишком как бы модернизировать, то есть уважать все-таки историю, просто светильник. The motivation behind this translation is so good. Мотивы для такого перевода очень-очень хорошие. But the problem with this kind of translation is you're subjective Но about it. проблема этого перевода – это сильная субъективность. You maybe oversimplify a verse when Jesus didn't want those words То есть иногда вы oversimplified. настолько упрощаете стих, что, возможно, Иисус этого вообще не хотел бы, чтобы настолько вы все упростили. Try to make it too easy, and then it's too subjective. И когда мы слишком упрощаем, в результате это становится слишком субъективно. The third one is called a free translation. Третий перевод – это свободный. This is a paraphrase. То, что называется парафразом или перефразировкой. And that's just trying to translate only the ideas. Это когда переводчики стараются перевести только идею. Never mind the actual words, let's just take his point and write our own Они words. говорят, какая разница, какие там изначально слова стояли. Мы прочитаем и просто теперь другим языком сформулируем ту же самую мысль. The motivation is to take away the historical distance between us and the original. Идея за таким переводом состоит в том, что давайте уберем вот эти исторические различия между тем временем и сейчас. They use modern idioms Давайте использовать уже современные идиомы, so that a person can open this and feel like a person who heard it for the first time 2,000 years ago. и чтобы человек, открыв такой перевод, читая его, воспринимал написанное так же, как воспринимал человек в первом веке, когда получил это послание. Ну, то есть на его языке написано. Obviously, this one is really open to being subjective. Но это уже очевидно, как бы дверь широко открыта для субъективизма. And so they're very interesting for reading, but not for study, not for preaching. Поэтому, хотя перевод может быть очень интересным для чтения, но не для изучения, не для проповедования он не подходит. Now, as far as I know, Насколько мне известно, there is not a Russian equivalent of this free translation. в русском еще нет эквивалента вот этого третьего перевода свободного. But you're very familiar with it. Но вы все равно с этим хорошо знакомы, Because this is anytime we read a text, we're teaching, and we say, so what he's saying is, then we are participating in that. но очень вы хорошо знакомы с этой, ну, как бы, с этим видом перевода, потому что иногда при проповедовании или при преподавании человек читает какой-то отрывок, который говорит, он имеет в виду, и начинает уже своими словами изъяснять сказанное. When we say, God says, look, I've had it with you people, I'm going to flood the earth. Когда мы говорим, например, Бог им сказал, все, мне уже надоело это все, я пошлю потоп на землю.
we are participating in this kind of То есть translation. тогда мы сами становимся вот такими переводчиками. And so you can see the value for it. То есть, с одной стороны, мы видим ценность этого, We're trying to re-say it in a way that will touch people. мы стараемся, то есть, перефразировать текст так, чтобы было понятно слушающим, чтобы это их коснулось. Okay, so let's look at all three of these in a practical А example. теперь давайте на практическом примере рассмотрим 3 этих вида перевода. Okay, so this is our, we'll say, this is our original Greek text. Предположим, что вот это наш греческий текст оригинала. Alright, so the formal equivalence, То есть формальная эквивалентность. we'll say is this. Вот так вот перевести и все. Okay? Now, that's a little difficult. Но это сложно. I don't know if we should put a period somewhere Нужно ли где-нибудь точку or ставить? a comma, Или запятую but we're going ставить? to be faithful to the original Greek, and so this is our translation. Но мы решили остаться верными языку оригинала и просто вот так вот перевели. Second one, equivalence, Эквивалент. thought for thought. Эквивалентный как бы, вот перевод это как бы смысловой перевод. What are we going to do with this? Как мы смысловым переводом переведем? Okay, where? Где поставим? Здесь поставим? Может, казнить, запятая. Это может Контекст, мы понимаем, что нельзя. контекст. That's exactly right. Совершенно So верно. if we're as translators, look, we get to a verse and we're like, oh man, this could mean two different things. Итак, переводчики подходят к этому стиху и говорят, ой, ничего себе, здесь же совершенно 2 разных смысла может быть. But what do we know about what Jesus taught? Но что мы знаем в изучении Иисуса? Who is speaking here? Is it Ага, Jesus or is it кого a он- bad king in the Old Testament? Ага, кто говорит эти слова? Иисус говорит эти слова или может быть какой-то нечестивый царь Ветхого Завета? We use the context and we say, yes, Итак, we need a comma right here. мы воспользовались контекстом и принимаем решение, что запятую нужно поставить здесь. Okay, that's thought for thought. Это смысловой перевод. But that's still not a very good sentence. Но предложение все равно какое-то не закончено. How could it be the equivalence but with a better sentence? Как можно найти эквивалент этому предложению, но чтобы получше звучало? We know the point. How can we make it a Так, better? вот эта мысль, как вы можете ее... Нельзя казнить. Нельзя казнить. Okay. Добавить местоимение. Да, ну да. Like, for example. Например, какое? Он сказал, Okay. Да. Well, let's get a good sentence. Ну давайте хорошее какое-нибудь русское предложение, вот посмотрите, потому что Когда это... человека нельзя казнить, его нужно помиловать. Okay, just Да. fine. That's Совершенно верно. Милость превозносится над судом. So yeah. Это не парафраз. Можно после каждого слова запятую поставить. Нельзя. So let's take Mila's Итак, sentence, воспользуемся предложением, которое Мила and that's предложила. our thought for thought. Это смысловой перевод. We've captured the point, Мы увидели мысль, but we've made it a real sentence, a но data for us today. перефразировали его так, что это было бы полное предложение, как вот для нас сегодня. And we will assume that Mila is reading the rest of the context and that someone is speaking here. Мы предположим, что Мила читала контекст остальных предложений, она знает, о ком здесь идет речь. Okay. So then the third version, Ну а третий перевод. paraphrase. Это парафраз. Это нельзя убивать человека. Надо его побивать. Okay, there was a big jump there. Ага, видите, какой уже прыжок у нас был? What does the word казнить exactly mean? We'll say it means Ага, казнить. murder. Что означает? Ага, убивать. Мы воспользуемся другим значением. Зависит даже, насколько старый русский язык. It's true. But let's В just нашем say. современном это значит убить. А в старом русском наказать по-всякому. Okay. So if we're trying to paraphrase it, for Итак, если people мы пытаемся today, перефразировать современным языком is для that a good современных one? людей, вот вы бы вот такой вот выбрали вариант. Is that good enough? Как вы думаете? What's another paraphrase? Еще как можно? Нельзя убивать, надо миловать. Okay, and see, he added надо here. Надо. я Уже сказала, добавить. смертную казнь надо миловать. Отменить смертный приговор. Okay. Is there a good idiom? А есть Maybe какая-то идиома could современная, express the которую same thing? можно This kind of использовать is, вместо этого?
Освободить. One thing Ukrainians are very, very good at is saying, like they say, and then Вы знаете, украинцы очень хорошо получается иногда такие высказывания говорить, которые начинаются со слова «говорят». or как говорится, Или or как something. There's говорится. this huge storage of idioms and У вас phrases. целый склад в голове, да, того вот разных идиомных выражений. Говорят, не зря говорят это, или там, а говорится. Вот так, какую-нибудь фразу можете вспомнить, которая бы подходила современно? Right. I think you understand the difference. Ну, вот это был бы тоже свободный перевод. Итак, я думаю, вы поняли разницу. The formal is faithful to the text, but it might be a little confusing. Формальный перевод, он очень четко старается передать текст оригинала, но иногда может запутать. It doesn't mean it's impossible to figure out, but it means we have to read much closer. Это не значит, что нельзя понять прочитанное, но это значит, что нужно намного внимательнее вчитываться. The second one, the thought for thought, the equivalent, Второй перевод, смысловой, когда стараетесь найти эквивалент. says, I'm 100% sure I know what this is about. Let me make it sound, let me add punctuation. Это когда человек говорит, я на 100% уверен, о чем здесь говорится, я поставлю запятую, пунктуацию для того, чтобы это звучало лучше. And the third one is just the idea. А третий, давайте просто передадим идею. Okay, for those of you who do not speak another language, Те из вас, кто не говорят на другом языке, на иностранном языке, it is hard to comprehend how hard it is to translate. Не могут до конца понять, насколько сложно что-то переводить. I've been studying Russian for 5 years or so altogether. 5 years formally. В общем, можно сказать, изучаю русский язык 5 лет. And so I've been aware of translation differences, И я знала о разных отличиях в переводе. but I started translating last year in our church services. Но в прошлом году я начал переводить во время богослужений у нас в церкви. Most of the time into English, Чаще всего я переводил с русского на but английский. sometimes into Russian. Но иногда наоборот, с английского на русский. That's not pretty. И это совсем не очень хорошо. Неприглядно получается. And so even though I understood how hard translation was, Несмотря на то, что я понимала, как сложно переводить, I didn't feel it until I actually had to do я it. не могла этого прочувствовать, пока сам не попробовала. But I want to try and make you think about how hard it is to translate the Bible. Но я хочу, чтобы вы осознали, насколько сложно переводить Библию. So here are some problem areas when we're translating the Bible. Сейчас мы поговорим о некоторых проблемных областях при переводе Библии. You can open your Bible to Exodus 28. Just gonna read quickly 2 verses there. So the first is weights, measures, money, numbers in the Bible. Первое – это разные меры веса, длины, денег. Should we translate the Hebrew and Greek terms or find modern day equivalents? Как переводить? Переводить именно теми терминами, которые используются у евреев или у греков, или мы должны находить эквивалент в современных мерах и уже на современном языке переводить? For example, Exodus 28, 15 and 16. Например, 28 глава Исхода, 15 и 16 стихи. «Сделай наперстник судный искусную работу, сделай его такой же работой, как и ход, из золота, из голубой, пурпурной и червленой шерсти, из крученного весона. Он должен быть четырехугольный, двойной, 5 длиною, 5 шириною». What in the world is a span? Какую 5? Yeah, so what is a translator to do? Что делает переводчик? Well, if we do that, then when someone reads it, they have no concept. То есть, of если how- напишем в 5, человек читает, да, современный, вообще не понимает, о каком размере идет речь. Is the Bible meant to be read and understood? Библия писалась для того, чтобы человек, читая ее, понимал ее. No. Here's a problem, a difficult decision. Ну а видите, какая проблема? Какое легкое решение стоит перед переводчиком? Keep the original and confuse people, Оставить оригинал и запутать or use a читателя? different word that conveys the same idea. Или все-таки заменить другим уже словом, другой мерой,
Но чтобы понятно было. Many Bibles do, they'll put a note at the bottom that gives us, a translation note that gives us an idea about how. Многие Библии делают, что они делают сносочку, да, оставляют это слово, а внизу объясняют, сколько это. That is often the decision of the translator. Очень часто Put a note. такое решение переводчики принимают сделать снос. In Matthew 20, Jesus paid his, or the master paid his workers a denarius. В 20 главе Матфея хозяин заплатил работникам по динарию. What's a denarius? А сколько это динарий? Right. A day's wage. Это дневная плата. So should a translator say keep denarius, or should they write a day's wage? Что переводчику писать, динарий или дневную плату? It's a difficult decision. Сложное решение. Is anyone hot? Никому не жарко. Maybe just a little bit open. Чуть-чуть можно. It's starting to feel like a fire. For the sake of the teacher. Ради учителя. All right. Talent. What is a А talent? талант это сколько? What is that? Что это вообще такое? Okay. Here's another interesting problem. Еще одна интересная проблема. It was a weight. It was a money. It was a, something valuable, money, talent. Это был вес, да, чего-то ценного, денег. Do you know what the estimated value of it was? Но вы знаете примерно стоимость таланта какая была? Not the actual weight, but like the value. Не вес, а стоимость, ценность. Не вес, а ценность. My Bible has a note. У меня в Библии есть сноска. It says 1 talent was a monetary unit about 20 years worth of an average wage. У меня написано, что один талант примерно стоил столько, сколько мог человек получить за 20 лет работы. Средняя зарплата за 20 лет. Okay, this is news to most of you. Для Sounds многих like. из вас, я вижу, что это даже Because, yes, it's сюрприз, like- да? because the Bible, they chose to translate it directly and this word talent. Потому что Библия переводчики решили дословно просто перевести это слово словом талант. And so we don't have a relationship. How much is that worth? И это ни о чем не говорит. То есть это не говорит вам о том, насколько это ценно было. Well, that's kind of important to the story because it says, well, let's open up to Matthew 18. Но на самом деле для истории-то это оказывается очень важно. Давайте откроем 18 главу Матфея. We also have a problem with this word because that's also the word we use for an ability. Ну а почему еще талант вызывает проблемы? Потому что талант в современном языке это еще и способность человека. So that can distract people. И некоторые люди отвлекаются на этот момент. And when we talk about the talent, what talents has God given us today? And we're trying to base it off of this story. We've got two ideas in our head. И иногда люди даже используют эту историю и говорят, а давайте подумаем, какими талантами Бог наградил нас сегодня, и они смешивают совершенно два разных понятия. And usually the conversation is about my abilities. И заводят разговор о способностях. And is that because that's what our word for it is, or is that because that's really what the А application почему о should be? способностях? Потому что слово такое же, или потому что действительно там о способностях I don't кричат? know the right answer to that. Я не знаю правильно ответ на этот вопрос. Okay, chapter 18 of Matthew. Итак, 18 глава Евангелия от Матфея. We have a conversation about forgiving. How many times do I forgive? Здесь идет беседа о прощении, о том, сколько раз нужно прощать. So a king is settling accounts with his servants. Итак, царь считается со своими слугами. Verse 24. He brought to him someone who owed him 10,000 talents. И приведен к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. How much is that? Представьте, это сколько? That's a lot of money. That's a lot of money. Очень много денег. Okay. But the king forgives his debt, Но царь прощает ему его долг. and he leaves after being forgiven. Этот человек уходит, получив прощение. He found someone who owed him 100 denarii. И находит человека, который должен ему 100
динариев. Now, how much is that? А это сколько? Наверное, 10% от таланта. That's 100 days of work. Это всего 100 дней работы. But this guy owed. А тот Really big должен number. был огромнейшую сумму. Okay, so now we see if we understand what a talent is, Поймите, если вы понимаете, сколько это талант, and сколько we он стоит, understand what a denarius и если вы is, понимаете, сколько стоит динарий, we can hear this parable like the first people heard this тогда parable. мы с вами можем услышать эту притчу так же, как услышали ее люди первого века. So does the translator translate the idea, or did they translate directly? Так как же поступить переводчику? Перевести это как бы с помощью идеи, чтобы объяснить, насколько разница была, или просто использовать дословно эти слова? One equivalent translation in English Вот есть один эквивалентный перевод в английском, changed it to, который поменял эти слова, they changed 10,000 talents to 10,000 bags of gold. и вместо 10 тысяч талантов они там написали 10 тысяч мешков золота. And instead of 100 А denarii, вместо 100 динариев 100 silver coins. они написали 100 серебряных монет. Was that a good decision or a bad decision? Хорошее было это решение, так перевести или плохое? Да. But that's your opinion, Но это ваше мнение. right? Правильно? The translator has to make that choice. И вот тут переводчику нужно делать выбор. They chose that the idea was more important than the actual original word. В данном случае переводчики решили, что перевести идею намного важнее, чем поставить изначальное слово, оригинал. Interesting decision. Интересное решение. And a good one. Я думаю, хорошее. Where are we? Oh, sorry. All right, next. Следующее – Euphemisms. эвфемизмы. Who knows what a euphemism Кто is? знает, что это такое вообще? Okay. A euphemism is a softer way to say something. Эвфемизм – это смягчение. То есть, когда ты хочешь что-то смягчить, какую-то фразу, чтобы она не так звучала грубо. That person is not fat, they're large. Ты не говоришь, что человек толстый, ты говоришь, что он большой. That sort of thing. We're Вот это trying to soften эвфемизм. it. То есть мы стараемся как бы смягчить слова. Almost all languages have euphemisms regarding sensitive subjects. Практически во всех языках есть эвфемизмы, когда дело касается каких-то очень таких вот, ну, как это мы говорим, вопросов таких чувствительных, да. For example, regarding sex, Например, в отношении секса. Если regarding things that happen in and around the toilet. или в отношении того, что происходит в туалете. What's a translator to do? Что делать переводчику, когда он встречается с какой-то фразой? Translate literally, Переводить дословно, but the euphemism doesn't make sense to us at all. но тогда такой эвфемизм ничего не будет значить. Translate the equivalent, but maybe accidentally offend or shock the reader. Но если ты найдешь точный эквивалент этого слова в языке, ты можешь шокировать читателя, ты можешь даже его обидеть. Or a functional equivalent, Или найти функциональную какую-то эквивалентность, where we provide one of our own euphemisms. когда мы используем эвфемизм уже нашего языка. For example, Например, 1 Corinthians 7:1. 1 Коринфянам 7:1. What does it say? О чем здесь говорится? What does it mean to touch a woman? Что значит касаться женщин? Okay. The synodal version. Синодальный This is the перевод. synodal Вот version. это синодальный перевод. The New Russian translation. Современный русский перевод. They, just for us in the future, New Russian translation is новый русский перевод, and then there's also современный русский. Okay. Извините, в новом русском переводе. They both translate it like this. Тоже перевели так. The modern Russian А в translation современном русском переводе says it is better for a man not to marry, вообще написали лучше человеку не жениться. which is what several English translations chose to Точно write. так же и в нескольких английских переводах есть написано не жениться. A person opens up the Bible for the first time. Человек первый раз открывает в жизни Библию. Maybe they have a list of
verses about marriage or something. И, например, он хочет почитать о браке, у него целая подборочка есть стихов о And браке. they read this. И вот он читает. What does that mean? Что это значит? Well, we know from its usage, this phrase in antiquity, Мы знаем о том, что в каком смысле эта фраза использовалась в древние времена. this always meant to have sex. To have sex, Эта фраза всегда означала вступать в половые отношения. right? Now, the rest of the context explains what he's talking about. Дальше в контексте объясняется, о чем именно идет речь. But is this the best decision? Но правильно или хорошее ли это решение было так перевести? Translated exactly, Перевести дословно. which is you shouldn't touch a woman. So it is literal. That's literal translation. Это буквальный перевод, не касаться женщин. Or do we make the decision to translate what it actually means, but it kind of comes out a little forward, a little bold? Или перевести все-таки, что означала в то время эта фраза. Да, она означала не вступать в половую связь, но это будет уже как-то, знаете, чересчур дерзко, наверное, так переводить. Next one, yes, Maxim. Выходит, что эффективизм это иносказание, двойное сказание. I don't know. That's a softer way to Это, say ну, it. это, иносказание это другой термин. А эфемизм это термин означает смягчение. Okay, another verse. Еще один стих. Paul is saying he counted his former life worth nothing. Павел говорит, все почитаю читой, в английском переводе не стоящим ничего. But this word is interesting. What does this word mean? А что означает это слово? Бесполезно. Useless. Да, бесполезно, тщетно. Does that make sense? Понятно так, что он имеет в виду вообще? Sure. Да, But понятно. we're losing something. Но мы тут что-то с вами теряем. Because that word is not the word Paul used. Потому что Павел совершенно не это слово использует. I don't know that I have this here. No. No. Okay. Sorry. He used a very, very strong word Павел for использует очень и очень такое сильное выражение. what's left over in the toilet when you're done using it. Это он использует слово, которое означает то, что человек производит, когда уходит в туалет по-большому. Now we just use a euphemism to describe Вот that. я только что эфемистскими выражениями вам это описал. Paul Это didn't use нечто. a euphemism. А Павел в греческом эфемизм не использует. What if he used the Russian word, which I don't even know how to pronounce correctly? Что если бы он здесь написал, и переводчики перевели вам дословно слово «дерьмо»? What if the Bible said that? Представьте, вы читаете, а там дословно вам перевели то, как Павел Because написал. actually that's the best translation. Потому что на самом деле это самый будет дословный перевод. Now the idea is still the same, Идея как бы здесь остается прежняя. but Paul's not just saying useless. Но Павел не использует слово «тщетно». In English they often translate this as garbage. Иногда в английском заменили это слово «мусором». Я все почитаю мусором. And that's a little worse, but that's still not what Paul's saying. Это может быть и немножечко сильнее, чем «читаю». Paul Но is все равно не настолько сильно, как Павел говорит. he's describing something disgusting. Павел пытается сказать, насколько это отвратительно. And he uses that word that was shocking to his readers. И, по сути, целенаправленно использует слово, которое было призвано шокировать его слушающих. To make his point. И это он делает для того, чтобы высказать свою мысль. That's a lot stronger. Представьте, насколько сильнее мысль становится. So what's a translator supposed to do? Что переводчику делать? Are we actually going to use that word in the Holy Scriptures? Неужели в Священном Писании мы можем такое слово подставить? Difficult decision. Какое сложное Do решение? you have something to say? Вы хотели что-то сказать? Face looks like you want to say something. Katie, I'm talking to Katie. Это я хотела сказать. Sometimes Katie's face encourages me while I'm speaking. Иногда я когда смотрю на лицо Кейти, когда я преподаю, она меня так воодушевляет своим лицом. Sometimes it looks like she wants to say А иногда something. такое представляешь, что она хочет что-то мне сказать. Bible, the garbage is like the second line, not the first line. So the word that you have highlighted, I was thinking was the wrong word. That's possible. Но на английском там не I would мусор. like you all to know that Katie did have something to say.
Она говорит, что, может быть, там слово мусор в английском используется вот там, где the ссор, а в первой части не используется. Видите, я угадала, она все-таки хотела мне что-то сказать. I know her faces. Я знаю, что у нее на лице написано. Except sometimes she makes this face when I'm speaking. Sometimes she makes this face when I'm Потому speaking. что когда врет, она делает так, что у меня такое лицо делает. And I'm just like, am I speaking Я так думаю, so unclearly? неужели я так непонятно рассказываю? They're pointing that she put first Philippians there. Oh, it is First Philippians. It is First Philippians. Вот, да, все верно. It's not Second Philippians. Ну, это же не второе. No, this is the verse. This is correct. What? The word garbage. Oh, I highlighted the wrong word. Oh, I'm sorry. Yes, she's right. This is the word. Should be that word. Yes. That word. Yes. Оказывается, что плохое слово, ну, мы его называли, слово дерьмо, должно быть вот там, где ссор, а не там, где что-то, извиняюсь. А мы тоже перевели как мусор, получается. Видите, наши переводчики тоже перевели как мусор, ссор это мусоровник. Yeah, that's garbage. Okay. One more example. И еще один пример. I didn't fix it. Isaiah. Исайя. А в украинском переводе, как говорит она? Right? Isaiah 64, Исайя, 64 глава, verse 6. 6 стих. We've all become like one who is unclean. Мы все сделались как нечистые. And all our righteous deeds are like dirty И clothes. праведная наша, как запачканная одежда или грязная одежда. Okay, the point is clear. Мысль понятна. Dirty clothes. Грязная Our одежда. righteous deeds are like dirty clothes. Праведность, как запачканная одежда. But the original word is much stronger. Ну а в оригинале слово опять стоит намного сильнее. The original word was the leftover menstrual rag that a woman used once a month. А в оригинале вместо слова запачканное стоит слово, которым называли прокладки женские того времени. Эти были тряпки, которыми женщины раз в месяц пользовались во время менструации. Да, использованы как бы вот эти вот тряпки после That менструации. is a much more graphic. Представляете, да, для них что как это звучало? Намного сильнее. It's not I have a spot on my clothes. Это I'm не просто dirty. вот я хожу в одежде, которая немножечко загрязнилась. This is something that we do not want. Это то, что вообще не хочешь даже It's рядом something you видеть. get rid of. Это то, от чего пытаешься быстрее избавиться. What is a translator supposed to do? Как переводчику поступить? Difficult decision. Трудное решение. Vocabulary. Лексика. It's hard to find words. It's oftentimes hard to find words that fit the words in your current language. Иногда, переводя слово из другого языка, ты не можешь найти эквивалентное слово в своем языке. Sure, just translate word for word. Говорят, переводи дословно. Okay, but what do we do with А что делать that? с этим? How do we get that into English? Вот, например, как на английский это дословно перевести? But that's not what it means. Но если мы переведем What дословно на does английский, this смысл mean? теряется. Что в вашем языке эта фраза означает? Probably not. Скорее всего, нет, да? Okay, but if we translate it word for word, А вы yeah, говорите, yes, переводи no, maybe. дословно, и получится да, нет, наверное. What's the translator supposed to do Как with that? переведет переводчик Is дословно? there a good English equivalent? Если в английском эквивалент этой If фразы, not, how do we translate it so they won't misunderstand а it? если нет эквивалента, как переводчику перевести так, чтобы человек понял, что имеется в виду? What do we do with that? Или это как перевести?
That does not exist in the English Такого language. слова в английском нет. In fact, you have many of these words, names for people that do not exist in the English И, language. кстати, у вас в русском языке есть очень много слов, вот типа почемучка, которыми вы людей называете, эквивалента в английском этим словам нет. What do we do with that? Что переводчику делать? Запрещаем использовать его. Here's another one. Еще. Do you know why this is difficult for Значит, English? почему для англоязычных это сложно? That's the right direction. Это правильное направление. A teacher gives a test. А смотрите, преподаватель дает тест, A student takes a test. и мы говорим, что студент берет тест. So the idea, the picture is I'm a teacher and I am Я giving you your преподаватель, test. я вам даю, And you as a student are taking it а вы from me. берете. You have the opposite understanding. Вы смотрите на это с противоположным I am зрением. giving you the test. I have finished it. It's over. I'm Вы handing говорите, it вы смотрите на другую сторону, да? Что происходит в конце? Вы возвращаете тест, сдаете тест. What do we do as a translator? А у нас наоборот, We по-другому. translate it exactly when we're not quite sure То what есть we're если saying. переводчик дословно переведет эту фразу, непонятно будет. Because we'll assume in English we're talking about the teacher, you assume in Russian we're talking about the student. Потому что если в английском дословно эту фразу перевести, англоязычный подумает, что речь идет об учителе, а русскоязычный подумает, что о студенте. Gotta make sure we take care of that when we're То translating. есть переводчик должен все это учитывать при переводе. Then we have words that are sad words that have been lost to poor translation. Также есть очень печальные слова, которые были упущены из-за неправильного перевода. Baptism. One of them. Крещение, например, What does одно из baptism таких mean? слов. То есть, что означает слово крещение? Right. That's not how it's been Но его translated. же перевели не так. Not in English, not in Russian. И ни в русском языке, ни в английском нет такого They перевода. they transliterated. They took the sound of the word and just created a new word. Yeah, in English, in Russian. Right. Sorry. В английском они просто сделали транслитерацию, они взяли баптизо, греческое слово, поставили английские буквы и написали баптизм, то есть в русском языке крещение. На русский перевели почему-то словом крещение. It's somehow connected to a cross. Каким-то образом просто связали идею с крестом, с идеей креста. But if you were going to be an honest translator, Но если честно переводить текст, you need to translate that word. то слово нужно переводить. But now we're in an awkward position. Но мы теперь очутились с вами в очень неудобном положении. For hundreds and hundreds and hundreds of years, На we протяжении used this word. сотен лет слово переводилось как крещение. So now when we're creating a new translation, which word do we use? И теперь, если мы с вами делаем новый перевод, то какое нам слово использовать? Do we use the one that everyone already understands, or do we Использовать, translate it? использовать слово, которое все люди уже знают, понимают, либо мы все-таки будем переводить слово из оригинала. That's also kind of hard. Это тоже сложный вопрос. What about the word Messiah? А что насчет слова «мессия»? What does Messiah mean? Что означает слово «мессия»? Помазанный. Okay, good. Right. Why didn't we write that in the Bible? А почему мы не переводим «помазанник»? Почему в Библии? Messiah is the Hebrew word, which Мессия means Это просто еврейское слово, которое переводится как «помазанник». What does Christ mean? Христос что означает? The same. То же Exact самое. same. It's the Greek translation of the Hebrew word. Yes. Это греческий перевод слова еврейского «мессия», то есть это тоже слово «помазанник». So in the New Testament, we should actually, if we're translating, Поэтому если мы переводим Новый Завет по-настоящему, если именно переводим, we shouldn't have the word у Christ нас вообще не должно слово «Христос» стоять. or Messiah. И не должно стоять слово «мессия». We should have the words anointed У one. нас везде вместо них должно слово «помазанник». Or we could make the assumption, or the translation idea, that the Messiah, the anointed one, well, he's the king. We can translate the idea that he is the king. The anointed one is Но the king. можно переводчик может решить переводить недословно слово «помазанник», а может решить, что вот под помазанником понимался царь, поэтому перевести это слово как царь.
how would your understanding of the New Testament change if every time you read the word Christ, you read the word King? Как бы изменилось наше понимание Нового Завета, если бы, читая его, всякий раз, где употребляется слово Христос, стояло бы слово Царь. When we say Christos voskres, we're saying the King has risen. Когда мы говорим Христос воскрес, мы говорим Царь воскрес. Kind of changes the image То we есть have of меняется Christ. образ. Because Christ is Образ not того, Jesus' last name. кто такой Христос. Помните, что Христос это не фамилия Иисуса. His father was not Joseph Christ. Его отцом не был Джозеф Христос, Иосиф Христос. It's a description. Христос это описание, But где we've он lost был. the description Но for мы- the sake of this transliteration. Но мы утратили это описание ради того, чтобы перевести как бы транслитерацию, сделать слово Христос, привнести его в наш язык. There are other real problems with translation. Есть и много других проблем с переводом. I want you to take away from this how hard it is to Но translate я вам все это рассказываю, чтобы вы хоть немножечко поняли, насколько сложно переводить Библию. and how necessary it is then to refer to other translations to get a better idea about what you're И reading. почему это необходимо обращаться к другим переводам для того, чтобы лучше понять какую-то мысль. It's not just simply translate this word to our language. Нет, так, нельзя так просто сказать, ты просто переведи нам это слово на наш язык. There are so many decisions to be made. Очень часто нужно принимать важные решения, как это сделать. My father, he likes to joke. Мой отец любит шутить. He likes to joke too much, I think. Но по мне так он чересчур любит Uh, шутить. he really struggles when he comes to visit us here. И вы знаете, ему очень тяжело, когда он приезжает к нам сюда в гости. Because he wants to share his jokes with others. Потому что он здесь очень хочет пошутить с другими людьми, рассказать им шутки свои. They don't translate. Но при переводе эти шутки теряются. And so he has me try and translate, which is even worse. Он меня уже даже просил переводить, но тогда еще хуже получается. And last time he was here, Последний раз, во время его последнего приезда he сюда, was trying to have me translate a joke, он попытался, попросил меня, чтобы я перевел его шутку человеку. and he heard me struggle a И little bit. потом услышал, что я так замялся, что мне тяжело переводить. So he assumed I didn't know the word for whatever title or profession or whatever it was. He assumed I didn't know how to translate that word. И он подумал, что я не могу перевести какое-то слово, не знаю его перевод. And he said, well, just use this other simple word. Он говорит, хорошо, не надо то сложное слово, вот я тебе простое это слово скажи вместо того. It doesn't help. Я говорю, этим ты мне не поможешь. This doesn't make sense in Просто Russian. при переводе на русский смысл шутки теряется. So, Оно не переводится. translation is a huge thing. Поэтому, потому что перевод это на самом деле очень-очень такой сложный момент. Take a break. Перерыв.